Но дело в том, Да, что... человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Но это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно, на Бронной мне на голову свалится кирпич. Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает. Уверяю вас. Вы умрете другою смертью. Может, скажете, какой? Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер 6. 7 несчастья. Вам отрежут голову. Кто? Враги? Интервенты? Нет. Русская женщина. Комсомолка. Но это маловероятно. Прошу меня извинить, но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в 10 часов вечера в Массолите, Московской ассоциации литераторов, где я имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится. Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И кто такая Аннушка? А подсолнечное масло здесь вот при чем. Вам приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в клинике для душевнобольных? Бывал, бывал. И не раз. Где я только не бывал. Жаль только, я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что уже это вы сами узнаете у него. Иван Николаевич. А откуда вы знаете, как меня зовут? Помилуйте, Иван Николаевич, кто же не знает поэта Ивана Бездомного? Я извиняюсь. Вы посидите здесь минутку. А мне нужно товарищу пару слов сказать. О, с удовольствием. Здесь так хорошо, под липами. А я, кстати, никуда и не спешу. Вот что, Миша. Он никакой не интурист, он шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашивал у него документы, а то уйдет. Ты думаешь? Уж ты мне поверь. Это он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Слышал, как он по-русски говорит? Идем, задержим его. А то упустим. Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка. Паспорт и приглашение приехать в Москву на консультацию. Так вы к нам в качестве консультанта приглашены, профессор? Да, консультанта. Вы немец? Я-то, да, пожалуй, немец. А вы по какой специальности? Я специалист по черной магии. На тебе. И вас по этой специальности к нам пригласили? Да, по этой пригласили. Тут в Государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал.
Я единственный в мире специалист. Вы историк. Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Христос существовал. Видите ли, профессор, мы по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения. Просто он существовал. И больше ничего. Но нужны же какие-то доказательства. И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Тогда было около 10 часов утра, досточтимый Иван Николаевич. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не соответствует евангельским рассказам. Помилуйте. Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. И если бы на чем ссылаться на Евангелие, как на исторический источник... Все так. Но я очень боюсь, что никто не сможет подтвердить, что и то, что вы нам сейчас рассказывали, происходило на самом деле. О, нет. Это может кто подтвердит. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Но только тайна, инкогнито, так сказать. Поэтому прошу вас, никому ни слова. И полнейший секрет. А вы сколько времени в Москве? А я только сию минуту приехал в Москву. Да, это все возможно. Очень даже возможно. И Понтий Пилат, и балкон, и все такое. А вы один приехали или с супругой? Один. Я всегда один. А где ваши вещи, профессор? В метрополе? Вы где остановились? Я? Нигде. Как? А где вы будете жить? В вашей квартире. Нет, я, конечно, очень рад, но право, вам у меня будет неудобно. У меня сосед, товарищ Лиходеев. А в метрополе чудесные номера, это первоклассная гостиница и... А дьявола тоже нет? И дьявола. Тише. Ну нет никакого дьявола. Ну это ж положительно. Интересно, что же это у вас? Чего не хочется? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету. Но... Нет, успокойтесь, профессор. Вы сейчас посидите с товарищем бездомным. А я только сбегаю на угол, быстренько звякну по телефону. А потом я вернусь, и мы вас проводим куда вы хотите. Вы же не знаете города. Ну что ж, позвоните. Умоляю только вас на прощание. Поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я уж вас и не прошу. Хорошо. Михаил Александрович, не прикажете ли я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев? Турникет ищете, гражданин? Так иди сюда. Вот прямо и выйти куда надо. С вас, конечно, за указание получить бы на 1/4 литра. Поправиться бывшему регенту.